Мягкий пол для детских комнат. Как создать комфорт и здоровые условия по разумной стоимости. Правильное применение современных материалов помогает создавать отличные напольные покрытия. Любому расчетливому хозяину понравится красивый внешний вид, простота ухода, долговечность, отсутствие лишних затрат при покупке и на всех стадиях эксплуатации. Когда выбирают мягкий пол для детских комнат, проявляют особое внимание. В этом помещении необходимо создать идеальные условия для ребенка. Основные характеристики. Перед поиском лучшего материала для напольного покрытия детской комнаты надо точно сформулировать главные требования. В этом помещении надо создать здоровые условия. Это значит, что следует исключить материалы, выделяющие в атмосферу вредные вещества, аллергены. Пригодится простота очистки, чтобы поддержание безупречно санитарно-гигиенического состояния не сопровождалось чрезмерными трудностями. Повышенная физическая активность маленьких детей увеличивает травматизм, поэтому мягким покрытиям надо отдавать предпочтение. Существенное значение имеют эстетические характеристики, чтобы создать подходящие условия для гармоничного развития. Если обеспечить хорошую стойкость к износу, то покрытие сохранит все потребительские параметры в хорошем состоянии весь срок использования без необходимой замены. На основании перечисленных выше факторов можно рассмотреть подробно характеристики типичного мягкого пола для детских комнат. Его создают с применением комбинации двух сополимеров – винилацетата и этилена. Такой совершенно безопасный материал не способен ухудшить состав воздуха в комнате. Он не выделяет запахи. При жесткости по методике Шора от 30 до 50 единиц обеспечивается достаточная мягкость для предотвращения травм. Плотность в разных модификациях материала составляет 0,93 грамма на 1 см кубический. Это означает, что материал сложно повредить механическим способом. Не рекомендуется ходить в туфлях на шпильках, но откусить кусочек плитки малыш не сможет. Данное покрытие не скользит, поэтому ребенку будет проще сохранять равновесие в ходе подвижных игр. Пористость материала обеспечивает низкую теплопроводность 0,36 Вт на метр квадратный и лучше. Такое покрытие создает дополнительные слои изоляции. Его целостность сохраняется в широком диапазоне температур от минус 80 градусов до 85 градусов Цельсия. Оно не впитывает воду, его не способно разрушить масла-растворители, бытовые моющие средства. К сведению, по химическому соединению этилен-винилацетат такой материал называют иногда ЭВА полимером или эвопластиком. Чем мягкий пол для детских комнат отличается от других покрытий? Для сравнения надо изучить альтернативные варианты с учетом реальных условий эксплуатации. Вес 1 квадратного метра эвопластика составляет от 1,1 до 2,4 кг. Такой материал несложно перемещать. Его монтировать гораздо легче и проще, чем керамическую плитку. Если возникли повреждения, то замена испорченного сегмента не вызовет затруднений. Керамические, деревянные и бетонные покрытия слишком твердые для детской комнаты. Физическую активность ребенка не ограничить, поэтому приходится укладывать на пол ковры. Такими дополнительными мягкими изделиями сложно закрыть большую площадь, поэтому повышается вероятность получения травм. Ворсистые мягкие покрытия для пола не рекомендуется устанавливать в детских комнатах. Они впитывают пыль, их сложно очистить от загрязнений. Для изготовления недорогих изделий этой группы применяют синтетические материалы низкого качества, загрязняющие атмосферу посторонними запахами. К сведению, изображения на поверхностях наносят с применением современных технологий печати. Они не выгорают под прямыми солнечными лучами, не портятся при аккуратной очистке, но надо учитывать их ограниченную стойкость к внешним воздействиям. Для удаления загрязнений не используют абразивные средства. Изучите заранее рекомендации производителя по уходу. Из краткого обзора рынка понятно, что на стоимость теплого пола
Для детей оказывают влияние не только размеры и эстетическое оформление пазлов, но и бренд. Известные торговые марки обеспечивают высокий уровень качества во всех товарных партиях. Они предоставляют надежные гарантии. В торговой сети представлены плитки с размерами сторон от 250 до 1000 мм и толщиной от 9 до 14 мм. Такой ассортимент упрощает подбор комплектующих деталей для успешной реализации разных проектов. Специальные модели, созданные с выраженным рельефом поверхности, подходят для массажа ступней, решения ортопедических проблем. Подобные изделия применяют после консультации с профильным врачом. Монтаж напольного покрытия в детскую комнату и правила эксплуатации. Предварительный план поможет точнее определить порядок и параметры будущих действий. В данном случае следует учитывать особые параметры комнаты для ребенка. Здесь он отдыхает и учится, играет и занимается спортом. Следовательно, необходимо сделать качественное зонирование. Следует учесть индивидуальные предпочтения, возраст, общий стиль оформления. Можно сохранить имеющееся напольное покрытие, а мягким эвополимером закрыть только необходимую часть. На мягкую теплую поверхность приятно наступать, поэтому плитки пригодятся возле кровати. Комфортной можно сделать большую часть пола. Плитку допустимо монтировать вертикально. Сухой метод. Если использовать эту технологию, монтаж мягких пазлов для детей на пол не вызовет затруднений даже без предыдущего опыта. Ее применяют на ровных твердых поверхностях, очищенных от загрязнений. Ковролин не подойдет, так как не будет обеспечена необходимая жесткость опоры. Элементы соединяют вручную, вставляя последовательно в пазы выступы другой части. Для быстрой стыковки деталей пригодится резиновая киянка. Такой инструмент обеспечивает достаточные усилия, но не повреждает материал. Преимуществом сухой методики является возможность оперативной разборки. Специальная сумка пригодится для хранения, либо перемещения коврика на большие расстояния. Жесткая фиксация. Этот алгоритм поможет стационарно установить коврик, мягкий пол для детей. Старое напольное покрытие демонтируют до уровня плиты межэтажного перекрытия, удаляют непрочную неровную бетонную стяжку, устраняют щели, другие выявленные дефекты. Если необходимо устанавливать слой утеплителя, на этом рисунке видно, как осуществляется монтаж минеральной ваты. Маты устанавливают между ребрами обрешетки, сверху закрепляют листы ДСП, фанеру. Можно создать слой изоляции из пенополиуретановых плит, которые закрывают пленкой и заливают строительной смесью. После застывания бетона на демпфирующую подложку устанавливают фанеру. Плитку укладывают на клеевой состав, который предназначен для работы с полимерными материалами. Для выравнивания стыков используют киянку и прокатывания резиновым валиком. Около стены оставляют компенсационный шов шириной от 10 до 15 мм. Его закрывают подходящим по размеру и цвету плинтусом. Важно, вместо клея можно использовать двухсторонний скотч. Это упростит демонтаж и замену вышедших из строя элементов. Уход и ремонт. При установке в комнате для детей мягких напольных пазлов рекомендуется предусмотреть возможность несложной разборки. Допустимо применение деликатного режима для удаления загрязнений с применением стиральной машины. В этом случае устанавливают температурный режим не выше плюс 55 градусов Цельсия. Надо учитывать дополнительные ограничения, которые приведены в официальной инструкции производителя. Чтобы продлить срок службы мягкого покрытия ЭВО, не следует ходить по нему в обуви. Своевременно надо удалять песчинки, другие механические загрязнения, способные образовать царапины. Дополнительные рекомендации и общий вывод. Купить мягкий пол для детских комнат несложно по разумной стоимости. При общей оценке, кроме небольших затрат и симпатичного внешнего вида, следует учитывать длительный срок службы, возможность оперативного ремонта. Если имеющееся напольное покрытие ровное, можно выполнить монтаж без его разборки собственными силами за несколько часов.